Всех любителей вязания приветствую, меня зовут Настя, и сегодня мы поговорим о ростке. Это вывязанная укороченными рядами более удлиненная спинка, да, в несколько сантиметров. По кругу вяжется укороченными рядами. Получается у нас спинка выше, чем полочка. Да? Это нужно для того, чтобы изделие сидело хорошо и изделие не давило, удобно в смысле сидело, и не давило на горло. Росток вязался даже маленьким детям. Росток бывает разный. Вывязывать его можно, доходя только захватывая линии рукава, как вот в зеленом образце. Вывязывала я из одинаковой пряжи номером спиц 3,5, два одинаковых образца на одинаковом количестве петель. Здесь горловин росток в 3 сантиметра. Все вдали увидите в видео. Здесь он больше. Еще спрашивают часто, почему квадратица горловина. Когда большое количество петель набрано по горловине, глубокая горловина, зачастую вот в этих местах, в линиях реглана, начинает квадратиться горловина вот таким образом, прямая полоса. Вот чтобы она не квадратилась, здесь понадобятся укороченные ряды, которые участвуют в петлях полочки. Все это несложно, мы сейчас убедимся в этом уроке, и расчеты, которые мы вначале произведем, мы из 80 петель выйдем на эти цифры, и они у нас не меняются при вязании такого ростка, либо же такого ростка. А также научимся считать количество набранных петель на горловину, исходя из собственной плотности вязания. Все об этом мы поговорим, обо всем об этом в этом уроке. Итак, приятного вам просмотра. Сейчас мы с вами вместе будем вывязывать росток на одних и тех же количествах петель одинаковые. Здесь 80 и здесь 80. Одинаковое количество на одинаковых спицах. Вот такой вот будем вывязывать росток без дырочек. Я покажу, как бабушкиными и классическими петлями вывязывается росток без дырочек абсолютно. Вот это вот росток связанный, где участвуют только петли рукавов. И на этом примере, на беленькой пряже, мы с вами посмотрим, как меняется глубина ростка, когда мы захватываем петли полочки. Итак, давайте примемся к теории для начала. Поговорим сначала о плотности вязания. Для примера, это Ангора Голд Ализе. Вот для примера, смотрите, я вывязывала образец спицами 3,5, 4 и 4,5. Как видите, одна рука связала на разных спицах одной и той же пряжи, и как видно, что плотность меняется. Спицами 3,5 более плотно, то есть в 1 сантиметре у нас будет большее количество петель. Далее спицы пошли у меня побольше, получается уже чуть меньше будет петель в 1 сантиметре. И вот по изнаночной стороне, кстати, лучше видно. И вот спицами 4,5 более рыхлое вязание относительно первого момента, где я вязала 3,5, да? Видно хорошо. Вот это вот и называется плотность вязания. Поэтому никогда не спрашивайте, сколько мне петель набрать. Понятия никто не имеет, из какой пряжи, какими спицами. Вот я вам показала разницу. Вот здесь прекрасно видно, как меняется плотность моего вязания. Также и у вас, смотря какие спицы возьмете, смотря какую пряжу возьмете. Итак, для начала нужно будет определиться с плотностью вязания. Это первое, что мы должны сделать. В моей пряже, да, которую я показала, Alize Superlana Midi, я связала образец примерно 15 на 15, и у меня получается по петлям, значит, в 10 сантиметрах я замерила, у меня получается 20 петель. Соответственно, в 1 сантиметре у меня получается 2 петли. Если мне надо набрать 40 сантиметров, то я умножаю на плотность на свою, да? В 1 сантиметре у меня 2 петли, если у меня 40 сантиметров, я умножаю на 2, получаю 80 петель. Вот на примере 80 петель мы сейчас будем рассматривать. Далее, это плотность в длину, так скажем. Плотность в высоту тоже замеряем. У меня получается в 10 сантиметрах 26 рядов. Соответственно, в 1 сантиметре в высоту
в высоту, да, у меня получается 2,6 рядов. Это нормально, что у вас не в 1 сантиметре неровное количество рядов. Это нормально. Для того, чтобы связать росток, я буду вязать росток, ну, скажем, на ребенка. Ну, я себе вяжу 3-4 сантиметра. Допустим, у нас росток. Росток – это вот эта часть, да, которая удлиняет нашу спинку. 3 сантиметра. Умножаем на количество рядов, которые у нас идут вверх, да, ну, на высоту. На 2,6 умножаем. Это получается 7,8 рядов. Округляем до четного. Обязательно четное количество рядов. 8 рядов. Вот мои основные расчеты. Первоначальные, да. Теперь далее. Рисуем овал. Будем распределять петли. Это у нас спинка. Это у нас полочка и 2 рукава. Левый и правый. Если мы относительно носки смотрим, да, полочка спереди у нас, спинка сзади, правый рукав, левый рукав. Итак, поехали. Значит, 80 петель. Как мы их распределяем? Давайте возьмем, куча существует всяких расчетов, возьмем такой стандартный классический, делением на 3. Когда определились с количеством петель, да, вот смотрите, у меня в одном образце, скажем, здесь горловина узкая, проходит только голова. Не забываем про то, что голова должна пройти, да. Здесь у меня вывязан фабричный набор и ложная кетлевка. Для образцов, конечно, я этого делать не буду. Или же больше горловины, вот для примера. То есть вот эти моменты тоже учитываем. Какая у вас горловина будет, да, вот для примера. То есть у меня одна коротенькая, как видите, узенькая, точнее, а другая шире горловины. То есть эти моменты тоже учитываем. Итак, когда определились с количеством набранных петель, да, делаем плюс 1 и замыкаем в круг. Дальше вяжем резинка 1 на 1 или 2 на 2, там фабричный край, все что угодно. Как вы там будете вязать, это ваше личное дело. Я всегда делаю фабричный наборный край и ложную кетлевку. Фабричный наборный край я вставлю ссылочку вниз, как делать. Изделие получается как фабричное. Итак, определились с количеством набранных петель. Если у вас резинка 2 на 2, то как минимум, то есть не как минимум, а должно быть равняться кратно 4. Значит, плюс-минус сюда сплюсуйте, чтобы делилось на 4. Итак, посмотрим на примере 80 петель. Еще нам нужно определиться с количеством отведенных петель на регланной линии. У нас их 4. 1, 2, 3, 4. Да? Отделяющую спинку от рукавов 2 линии и отделяющую полочку от 2 рукавов. 4 линии. Для примера возьмем по 2. Здесь может быть по 1 петле, по 2, по 3, по 5 или какой-то узор, вообще рисунок идет на регланных линиях. Мы возьмем такой классический вариант. Соответственно, если 4 линии реглана по 2 петли, отымаем 8 петель. Получаем 72 петли. И как ранее говорилось, 72 петли делим на 3. Стандартный такой расчет возьмем. У нас получается 24. Соответственно, кладем 24 на спинку. При таком делении, да, как мы поступаем? 24 на полочку. И 24 делим на 2 рукава, получаем по 12 петель. Везде в петлях. 12 петель на рукава. Далее, необходимо высчитать из петель рукавов, чтобы они не были слишком широкие, по 1,5 сантиметра. В моем случае это будет больше количество петель, но я отыму для примера просто 2 петли. То есть здесь у меня получается 10 петель. И здесь 10 петель. И по 2 петли, вообще, если вяжем на женщину, да, у нас грудь, да, присутствует, то все петли, 4 петли, которые мы отняли от рукавов, добавляем на полочку. Но в данном случае я вяжу как будто на ребенка, то есть мы добавляем тогда петли на полочку и спинку по равное количество петель. 2 на спинку, 2 на полочку. Вот таким образом будет выглядеть наш реглан. Далее, чтобы вывязать росток в 3 сантиметра, мне надо сделать 8 рядов. Укороченными рядами пройтись
по спинке 8 раз, захватывая петли рукавов. Соответственно, 4 раза я буду разворачиваться, 8 делим пополам, это 4 раза я буду разворачиваться на рукаве на одном и 4 на другом. Вот наши 8 рядов. 8 точек – это наши 8 рядов. То есть начинаем, точка начинается вязание вот отсюда, с этой регланной линии. И еще один важный момент. Неважно, вывязываем ли мы до петель рукава, как в этом случае, или мы сейчас с вами вместе будем вывязывать, захватывая петли еще с полочки, без разницы, расчеты остаются одинаковые. Теперь нам что нужно сделать? Если мы провяжем 8 рядов по спинке, то у нас сюда добавится 8 петель. 8 рядов по спинке, укороченными рядами, простите, туда-обратно 8 рядов. Это, смотрите, как один ряд по лицевой, по изнаночной, второй ряд. Оказываемся вот в этой точке. Третий ряд спускаемся вот в эту точку. Четвертый ряд сюда. Пятый сюда по лицу, по изнаночной. Шестой вот сюда. Седьмой, соответственно, в последнюю точку. И восьмой ряд по изнаночной стороне вот в эту точку рукава. То есть 8 рядов на спинке, за 8 рядов у нас в лицевых рядах будет 4 петли с одной стороны реглан, 4 другой. Ну и, соответственно, в рукавах здесь прибавляется. То есть всего 8 петель сюда добавляется. Плюс 8, да, получается. Что мы должны сделать? 8 этих делим напополам, это 4 петли. От спинки отымаем. Вот здесь повнимательнее. Получается 22 петли. А к полочке прибавляем 4. Получается 30 петель. Вот теперь смотрите, основное число на полочке у нас становится 30 петель. А здесь 22. Разница 8 рядов, которые мы с вами укороченными рядами провяжем. Соответственно, когда у нас мы вывяжем вот такой вот росток в 3 сантиметра, у нас с вами здесь будет в итоге 30 петель. 8 петель по линии реглана добавится. И у нас будет здесь 30 петель. А в начале мы откладываем на них, на полочку, простите, на спинку 22 петли. Вот, все, вот эти цифры забыли. Просто забыли. Все, и распределяем петли. Значит, 22, 10, 30 и 10. Я уже распределила, и начнем вязать. Да, петли рукава, значит, здесь у меня 4, то есть 1, 2, 3, 4, 5 частей, да? 4 точки – это 5 частей. Делим 10 на 5, это получается по 2 петли. Мы будем захватывать по 2 петли. Если ровно не делится, то участвуют петли следующим образом. Здесь большее количество петель. Ну, для примера я могу здесь изменить. У меня еще 2 петли вот здесь остаются до регланной линии, да? Я могу добавить сюда, скажем, 3 петли нарисовать. Большее количество всегда отправляем со стороны спинки. Петли, например, здесь, там, например, 5. Если у нас большое количество петель, 5, 5, там 4, 3. А со стороны полочки, мы дальше об этом поговорим, всегда идут к рукаву меньшее количество петель, к центру большее количество петель. Ну вот сейчас у нас в данном случае получается по 2 петли. Давайте посмотрим. Значит, точка, как я говорила, начало вязания реглана начинается вот отсюда, со стороны спинки, ближе к левому рукаву. Итак, начинаем вязать укороченными рядами. Первый ряд. Делаем накид для регланной линии, да? Провязываем регланной линии, будут просто состоять из 2 петель у меня. Делаем накид и провязываем петли спинки лицевыми петлями. Доходим до следующей линии реглана спинки. Провязываем самостоятельно. Подошла к очередной линии реглана. Вот у меня спинка и спинка. Точно так же делаем прибавку для реглана, да? Регланная линия 2 петли, снова прибавка и захватываем 2 петли, вот это рукав, 2 петли рукава, 2 лицевые петли. 1, 2. Переворачиваем вязание. Вот здесь вот для бабушкиных и для классических петель будет одинаково. Перед вами ниточка лежит, изнаночная петля у нас здесь с изнаночной, да? Ниточку перетягиваем туда правым пальцем, помогаем, чтобы вот таким образом, чтобы образовались вот такие 2 дужки от предыдущего ряда петли.
Эти две дужки просто не провязывая, переснимаем на правую спицу. И находимся мы на изнаночной стороне и вяжем до линии реглана. Одну линию реглана провязываем. И все накиды провязываем просто изнаночными петлями. И вяжем вот до сюда. Самостоятельно. Подошла по изнаночной стороне к точке, где мы начинали первые накиды делать по регланной линии. Мы их провязываем. Это накид от регланной линии. 2 петли регланной линии. И еще один накид. То есть мы сейчас находимся с вами вот в этой точке. Вот эта регланная линия, но с изнаночной стороны. Захватываем 2 петли. Здесь тоже 2 петли. 2, 2 и 2. Захватываем 2 петли изнаночные по изнаночной стороне. Переворачиваемся на лицевую сторону. Теперь смотрите, для тех, кто вяжет бабушкиными, у вас петля стоит вот таким образом. Так, сейчас. Вот таким образом стоит ваша петля. Вы ее входите в петлю, да, снимаете и поворачиваете ниточку, тянете к себе. Получается, вот такие образуются 2 дужки. И продолжайте вязать лицевые петли далее, да. В моем случае я вяжу классическими петлями. Получается практически то же самое. Я просто слева направо вхожу и точно так же ниточку к себе тяну, чтобы образовались 2 дужки предыдущего ряда петли. Держу, придерживаю и начинаем 3-й ряд вязать. Проходим лицевые петли. Вот у нас уже лишняя петля в реглане появилась, да, в рукаве, точнее, 1 петелька лишняя. На спинке вот уже 1 петля прибавилась. И в 3-м ряду снова мы стандартно будем прибавлять в каждом лицевом ряду. Делаем прибавочку. Кстати, накид, кто вяжет бабушкиными, лучше делать вот таким образом. От себя. Спицу вот так вот от себя. Я делаю вот так, не знаю, как к себе. В вашем случае, кто вяжет бабушками, удобнее делать вот так вот. Если кто вяжет без дырочек, маскировать за заднюю стеночку удобнее вот так. Но сейчас мы вяжем с дырочками, поэтому без разницы. И вяжем дальше 3-й ряд до следующей регланной линии. По спинке, то есть вот до сюда. Дошли, да? У нас 2 петли было добавлено на спинку за счет 1-го ряда, когда мы делали накиды в изнаночном ряду, мы их просто провязали по изнаночной стороне. Теперь у нас 3-й ряд, у нас добавилась здесь петля по спинке, и здесь тоже делаем накид. То есть у нас прибавилось 4 петли уже на спинке. И петли рукава, да, делаем также накид, провязываем, смотрите, 1-ю, 2-ю. Это у нас просто уже, которая прибавлена петля. Вот 1-я, 2-я, после которой мы разворачивались. Она выглядит у всех у нас, кто вяжет бабушкиными или классическими, одинаково. Вот таким образом. Входим слева направо в нее и провязываем лицевой петлей. И захватываем очередных 2 петли. Можете себе пометить. У меня как раз получается 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, по 2 петли. Захватываем очередные 2 петли. Раз, 2. И точно так же разворачиваемся. Для бабушкиных и для классических одинаково. Просто ниточка перед нами, ниточку поворачиваем назад, заводим назад и поддергиваем. Дернули так, чтобы 2 дужки образовалось, которые мы переснимаем на правую спицу. И продолжаем изнаночными петлями. Нить переводим к себе. Продолжаем изнаночными петлями. Я вяжу классические изнаночные. Просто мне задавали вопрос, почему у вас такие вывернутые изнаночные. Это классическая изнаночная, самая обычная. Все накиды провязываем возле регланных линий. Продолжаем дальше вязать. Сейчас мы находимся по изнаночной стороне, вот в этой линии, да, где у нас линия реглана. Провязываем накиды изнаночной петлей, 2 петли, которые у нас на регланную линию отведены изнаночной, накид изнаночной петлей провязываю, потом 3 петли, которые у нас уже одна прибавка есть, и 2 петли, которые мы брали по рукаву, вот эти первые 2 петли. 2 петля у нас из 2 стенок, которая состояла вот здесь вот, когда мы разворачивались,
по лицу. Мы ее провязываем следующим образом. Смотрите как. Одинаково для всех, для классических и для изнаночных, и для бабушкиных петель. Сзади подхватываем, проходим насквозь, сзади, со стороны лица, да, как бы получается, с лицевой стороны. Подхватываем 2 петли вот таким образом. Сейчас мне неудобно по камерой. Вот так вот. Их очень хорошо видно с лицевой стороны. И, помогая себе пальчиком, провязываем изнаночную петлю. Туда ее надо подтолкнуть. Ну, на самом деле, без камеры очень удобно. Провязали изнаночную петлю. Все, сняли со спицы. Вот таким образом у нас не будет дырочек. И захватываем новых 2 петли по изнаночной стороне. 1, 2. Точно так же перевернулись. Значит, еще раз, для бабушкиных входим сзади, да, вы входите сзади петли, снимаете петельку и поворачиваете ниточку к себе, чтобы образовалось 2 петли. Я делаю то же самое, только моя петля лежит по-другому. Я за переднюю стеночку берусь, снимаю и переворачиваю. То же самое практически. Это мы находимся уже вот в этой точке. И за это время у нас уже по 2 петли с каждой стороны, то есть 4 в сумме у нас прибавилось к спинке уже. Далее мы сейчас развернемся, точно так же будем делать прибавки и пойдем вот в эту точку. В 3-ю точку уже будем опускаться по рукаву. Значит, перевернули петельку, развернули, чтобы дырочки не было потом. Как видите, вот у нас абсолютно нигде никаких дырочек не видно. Дошли до линии реглана, сделаем здесь прибавки, сделаем здесь прибавки. И вот здесь вот я с вами встречусь. Сейчас мы находимся в этой точке, соответственно, мы возьмем 2 петли, провяжем и вот в эту точку, в 3-ю точку опустимся. То есть проходим линию реглана, соблюдая прибавки. Провязываем все петли. Вот наша сдвоенная петля, где мы разворачивались. 2 у нас прибавилось уже за время 4 рядов. Пока мы провязывали 4 ряда, вот у нас 2 и 2. Одна из них сдвоенная. Провязываем их. Точно так же вот эту сдвоенную, как мы в 3-м ряду делали. Мы сейчас вяжем 5-й ряд, да? Провязываем точно так же. И добавляем еще 2 петли. Дальше по изнаночной доходим до линии реглана вот этой. Я уже показывала, как во всех предыдущих четных рядах, как мы ходили по изнаночной, так и провязываем, делаем точно такой же разворот. Все то же самое провязываем до вот этих линий реглана. Итак, дошли до регланной линии вот в этой точке по изнаночной стороне. Мы сейчас находимся и будем опускаться вот в эту 3-ю точку. То есть провязываем изнаночными петлями линии реглана, все накиды изнаночными провязываем и идем до сдвоенной петельки. А вы мимо нее не пройдете, потому что, ну, как бы она необычная, да, поэтому мимо нее пройти трудно. Вот она у нас точно так же, как в предыдущем изнаночном ряду. Это у нас 6-й ряд. Точно так же ее подхватываем сзади и провязываем изнаночной петлей. Провязали и захватываем снова 2 петли. То есть делаем одни и те же действия, да? Разворачиваемся. Я показывала, как классическими, как бабушкиными разворачиваться. И идем в 7-й ряд. За 6 рядов у нас 6 петель в спинке уже прибавлено. Идем в 7-й ряд. Точно так же делаем здесь накиды и встречаемся здесь. 7-й ряд, подошли к регланной линии, которая у нас вот эта, да? И будем делать, мы 3 раза уже разворачивались. 7-й ряд мы захватываем вот эти 2 петли. Это последний будет разворот у нас. Так, делаем накид на регланной линии, перед регланной линией и после нее. И идем до сдвоенной петельки. Ее не пропустим, вот она двойная. Ее пропустить нереально просто. Сдвоенную провязываем, я уже показывала, да, слева направо входим и провязываем. И захватываем последние 2 петли. Последний раз разворачиваем 7-й, 8-й ряд.
мы провязываем до, еще раз нам надо будет в 8 ряду по изнаночной стороне спуститься еще на 2 петли, последний раз. Итак, провязываем по изнаночной стороне, соблюдая все правила, которые мы уже с вами все четные ряды проходили, то есть провязываем все петли накида, провязываем изнаночными петлями, все петли изнаночные по изнаночной стороне. Разворачиваемся и в 8 ряд вяжем точно так же, как и все предыдущие четные изнаночные ряды. Точно так же. Давайте самостоятельно до вот этой линии реглана опять. Так, мы находимся сейчас в точке спинки вот этой регланной линии и опускаться будем на последние 2 петельки. Вот в эту 4-ю точку по левому рукаву пройдемся. То есть провязываем накид изнаночный, петли реглана 2 изнаночные, 1, 2, накид изнаночный и идем до сдвоенной петли. Как мы уже вязали во всех четных рядах. У нас сейчас будет вывязано 8 рядов. Это 8 ряд у нас идет, последний, который мы запланировали. Сдвоенную петельку провязываем, подхватываем с лицевой стороны, да, проходим и провязали. И последние 2 петли, 1, 2. Все, развернулись на лицевую сторону и далее можем вязать. Все наше вязание пойдет дальше в круг, если вам достаточно ростка. 3 сантиметра здесь вывязано. Я беру линеечку и проверяю. 3 сантиметра вывязано. Вот на данном этапе мы сейчас находимся вот таким образом. То есть вот она наш, вот как у нас изменилась спинка. То есть выросла спинка, да, на 3 сантиметра. Если вам этого достаточно, то можно дальше продлить просто вязание по кругу. То есть развернулись, сделали петлю разворота и пошли дальше вязать лицевыми петлями или какой-то у вас там рисунок. И пошли дальше вязать уже по кругу. Начало кругового вязания отсчитываем вот от этой точки, да. Далее, если нам понадобится по каким-то причинам сделать глубже, больше росток, если этого мало, мы посчитали, да, примерили, посмотрели, нам этого маловато, скажем. Или же квадратица, говорят, вот многие, квадратица горловина, то есть квадрат вот здесь получается, то здесь нужно задействовать петли полочки. Кстати, на данном этапе, вывязав 8 рядов, 4 точки мы вывязали, разворачивались в 4 на правом рукаве и в 4 точках мы развернулись на левом рукаве. Всего мы провязали 8 рядов. За 8 рядов по лицевой стороне мы делали прибавки, да, в лицевых рядах по 2 в каждом нечетном ряду. И у нас получилось здесь 8 петель. То есть, соответственно, на данном этапе у нас количество петель плюс 8 здесь получается 30. То есть выровняли у нас на данном этапе здесь 30 и здесь 30, как и было в начале, мы распределяли петли. И теперь, значит, если нам надо будет вывязать петли, то есть захватить петли на полочке, то делаем это следующим образом. Если мы здесь распределяем петли от большего к меньшему, ну, при условии, что здесь большее количество петель, ну, например, здесь если 15, то можно там 5, 5 там, и здесь уже меньше 4, и смотреть в остатке сколько. То здесь наоборот от меньшего к большему 4 сантиметра по центру, вот 4 сантиметра, не трогать вообще, не трогать, не доходить до этих петель, иначе будет перебор. Поэтому считаем, сколько у нас здесь, чтобы 4 сантиметров не касаться, я буквально сделаю сейчас 2-3 разворота. Считаем вот так вот, делаем следующим образом, значит, 2 петли, допустим, 2 петли, у меня небольшое количество петель, и 3. Чем ближе к центру, тем больше количество вот этих размер между петлями. Дальше там может быть 4, да, и 5, но это надо смотреть и высчитывать. Мы сейчас просто на примере вот 3 рядов, мы еще там провяжем 3 раза по этой стороне, пройдемся, развернемся, и 3 раза сюда, соответственно, также зайдем, чтобы у нас было одинаково со всех сторон. И заметьте, что
при вывязывании ростка, захватывая петли полочки, расчеты предварительные, которые мы с вами делали, 22 и 30, остаются также. Теперь что у нас получается? Точка отсчета у нас отсюда, начало вязания. Соответственно, мы будем здесь делать прибавки, и пройдя эту линию, мы будем тоже здесь делать прибавки. Поэтому все, уже никаких изменений в расчетах не будут. То есть без разницы, вывязываем мы росток, который вяжется только по рукавам, или же росток, который, где участвуют петли полочки, да, захватываем петли на полочке. Расчеты изначальные остаются прежними. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит. Значит, сейчас я прохожу все петли до рукава и встречаемся вот в этой точке. Итак, я подхожу, вот у меня петли полочки отмечены, точнее, реглан линии по 2 петли у меня отмечены зелеными, желтенькими маркерами. Зелененькими, простите. Так, сдвоенную петельку мы провязываем, мы уже знаем, как ее провязывать. Так, 2 петли провязали оставшихся, все, это петли рукава вот у нас сейчас. Никаких дырочек, как видите, вообще нет, все дырочки отсутствуют, я имею в виду дырочки при развороте, и с одной, и с другой стороны. Все одинаково, все красиво. Да, делаем, не забываем делать петли, накиды, прибавления в регланных линиях по спинке. Сейчас мы сделаем прибавки со стороны рукава, 2 петли реглана провязали, со стороны полочки делаем прибавочку, накид и провязываем 2 первых петли. Точно так же, как на рукаве, разворачиваемся. Точно все так же. Я уже это показывала, как мы перетягиваем ниточку, переснимаем 2 стеночки и изнаночными петлями идем дальше, провязывав все накиды просто изнаночными петлями. И все петли по изнаночной стороне провязываем изнаночными петлями. Доходим до следующей линии реглана, которая у нас делит рукав и полочку. Когда дошли по изнаночной стороне до петель регланной линии с полочки, то поступаем следующим образом. Именно по изнаночной стороне делаем прибавки, накиды, 2 изнаночные петли реглана, накид и 2 петли захватываем изнаночными петлями со стороны уже полочки. Точно так же, как мы захватывали в этой точке со стороны правого рукава 2 петли. Теперь мы находимся вот здесь, захватываем вот эти 2 петли. Это у нас получается уже, мы связали, значит, 8 рядов по рукавам, 9 ряд мы захватили по полочке, 10 рядом мы вернулись, вот в 10 ряду сейчас находимся, переворачиваем, точно так же поступаем с петлей, которую я уже показывала при бабушкином вязании, да, за заднюю стеночку, выворачиваем к себе петлю, тянем на себя ниточку, первая петля, вторая, прибавки все мы провязываем лицевыми. Почему именно по изнаночной стороне, кто-то спросит, да? Потому что, чтобы у нас, смотрите, что получилось, чтобы начало кругового ряда начиналось опять отсюда. Как уже он начался у нас отсюда, так отсюда и будем считать. Вот здесь сейчас одинаковое количество петель на спинке и на полочке. Одинаковое количество петель и все накиды провязаны на данный момент. Поэтому делали именно по изнаночной стороне прибавочки, да, и по лицу провязывали. Соответственно, дальше идем, снова делая все в регланных линиях прибавки по спинке, по рукавам. И здесь вот встречаемся, еще один разворотик будем делать, еще 2 точнее. Подошли к петлям полочки, делаем наши накиды на регланной линии, да, доходим до сдвоенной петли, вот она у нас, мы знаем, как ее провязывать, и еще разок захватываем 2 петли, это у нас 11 ряд, да, 12 ряд у нас будет по изнаночной стороне, вот он, 11 наш ряд. И 12 ряд мы пойдем по изнаночной стороне, захватывая, и делать будем накиды. Только вот в этой точке мы будем делать по изнаночной стороне. По изнаночной стороне мы делаем прибавки только вот в одной точке. Все остальные прибавки делаем по лицевой стороне. Вот это вот тоже уясните, начинающие, да? Итак, самостоятельно вяжем изнаночную сторону, 12 ряд.
В 12 ряду мы доходим до вот этой линии, до регланной, которая делит левый рукав и полочку. По изнаночной стороне 12 ряд. Снова делаем по изнаночной, только в одной в этой линии делаем накид, прибавочку на регланную линию, 2 изнаночные петли, сама регланная линия и еще один накид. Доходим до сдвоенной петли изнаночными петлями. Сдвоенную петлю я показывала, вот она сдвоенная. Я уже неоднократно показывала, как мы ее вяжем. Да? И захватываем снова со стороны полочки, со стороны левого рукава, 2 петли изнаночные. Переворачиваемся на лицевую сторону. То есть на полочке мы 2 заходили в 11 ряду, и сейчас еще так в 12 ряду. И в 14 сейчас зашли, простите, в 10 ряду мы зашли первый раз на 2 петли. Сейчас в 12 мы вошли по изнаночной стороне еще на 2 петельки, опустились ниже по полочке. Разворачиваемся, 13 ряд. 13 ряд. Так, при бабушкином вязании, да, снова показываю ниточку к себе, перетягиваем, образуются 2 дужки, вяжем лицевыми петлями 13 ряд, и у нас будет сейчас последний разворот. Все петли, все накиды провязываем здесь лицевыми. У нас единственная точка вот эта, в которой мы по изнаночной стороне петли прибавляем. Это вот эта точка. И далее вяжем, соблюдая опять накиды все здесь, здесь, до вот этой регланной линии полочки. Итак, идем с вами 13 ряд и захватываем на полочке еще 3 петельки, последние. Последний наш разворот в данном уроке. Делаем в регланной линии 2 прибавки, доходим на полочке до петель разворота. Вот она, петля разворота у нас сдвоенная, которую мы провязываем слева направо лицевой петлей. И захватываем еще 3 петли. 1, 2, 3. Разворачиваемся на изнаночную сторону. И далее мы знаем, как вязать уже до следующей точки, до регланной линии, разделяющей левый рукав и полочку. То есть идем дальше. 14 ряд. Идем. Доходим до вот этой, где мы будем делать по изнаночной стороне накиды, до вот этой линии идем. И последний наш разворот по изнаночной стороне. Мы сейчас находимся в 14 ряду по изнаночной стороне. Прибавки идут вот в этой линии по изнаночной, на изнаночной стороне от регланных линий, да, делаем прибавки. Вот у меня предыдущая прибавочка провязана. Делаю накид, 2 регланных линии провязываю изнаночными по изнаночной стороне, делаю накид и вяжу до сдвоенной петли, на которой мы делали разворот. Ее пропустить невозможно, вот она перед нами. Точно так же, как в предыдущих рядах я показывала, провязываем ее изнаночной петлей. И захватываем последних 3 петли. 1, 2, 3. Это последний разворот. Больше мы возвращаться к этому не будем. Я показывала, как при бабушкиных разворачиваться. Ниточку к себе. Все. И на этом наше вывязывание ростка по горловине, где участвуют петли горловины, закончен. Провязываем только в этой регланной линии, мы провязываем по лицевой накиды. Поднимаемся по рукаву, как видите, я сейчас иду по рукаву лицевыми петлями. Дохожу до петель спинки, до регланной линии, и здесь заканчивается круговой ряд. Вот на этом, вот здесь можно остановиться. Далее начинается новый круговой ряд, который мы можем смело вязать уже по кругу. Сейчас я переодену на мягкие спицы и покажу вам, как это выглядит. И вот что у нас получилось. Я пересняла на спицы, просто более мягкий, да? То есть более длинный реглан на спинке вывязан. Здесь укороченные ряды присутствуют уже после. Вот у нас регланная линия полочки. И здесь мы по 2 и 3 петли захватывали. Теперь все, мы вышли вот в эту точку. И дальше вяжем поворотами
круговыми рядами, точнее, уже далее вяжем кокетку по кругу. И все накиды делаем в каждой точке, и в этой тоже точке. Для этого мы провязывали здесь по изнаночной стороне. Теперь смотрите, насколько поменялось. Вот тот случай, когда горловина не квадратится, как некоторые говорят, почему меня спрашивают, почему у меня квадратится горловина. Это я хвостик убираю. Вот когда петли укороченные ряды заходят на полочку, вот тогда горловина не квадратится. Но это когда большая горловина. В маленькой горловине достаточно будет вывязать вот такой вот росток, и все, и на этом остановиться. Этого будет достаточно. Для детей вообще будет много, для детей 1,5 сантиметра. И, конечно же, задаемся мы вопросом, какой длины регланную линию вязать, да, на какой размер. Я брошу таблицу в сообщество. Наверху нажимаете видео, потом видео, плейлисты, по-моему. Главное сначала будет страница, потом видео, плейлисты и сообщество. Вот нажимаете на сообщество, попадаете в сообщество, там будет схемка такая, длина регланной линии. Но имейте в виду, конечно, она примерная, потому что, исходя из того, какой модели у вас изделие, мы либо прибавляем длину регланной линии, либо ее укорачиваем. Да? Это зависит от модели уже. И смотрите, у нас сейчас провязано, значит, 14 рядов, соответственно, мы еще 3 раза, 3 точки зашли, по 3 точки зашли сюда, значит, у нас по 3 петли добавилось с каждой регланной линии на спинке, также на полочке. Соответственно, у нас здесь 36 петель, 6 петель добавилось. Вот сколько разворачивались, 3 раза и 3 раза с этой стороны 6 петель добавилось сюда. И здесь также плюс 6 петель. То есть у нас сейчас одинаковое количество 36 и 36. Можете проверить. И смотрите еще, что хотела сказать. Не злоупотребляйте тоже этими разворотами, потому что я забыла правило, что надо оставлять вот здесь 4 сантиметра. Хотя я оставляла, вот как я вижу. Но тоже вот пряжа тоненькая, это Yarnart Flowers. Я начала вязать платье и закончила его вязать. Оставила вот как раз показать для этого урока. Я провязала количество разворотов столько. Вот здесь я захватывала по 3 петли, по 3 петли. Надо было делать следующим образом. 3 петли, как я говорила, потом 4 там, или 2 раза по 3, 4, 4, 5, 6. У меня был бы меньше разворотов, меньше был бы росток. Вот такой росток мне оказался очень неудобен. Если вот убрать обвязку, да, то получается на летнем изделии росток в 5 сантиметров. Вот у меня получается он 5 сантиметров. Для меня это оказалось для летнего изделия очень много. То есть я захватывала не только петли рукава, да, но еще и петли полочки. Но очень часто и забыла правило, что вот рукав наш, допустим, а вот полочка. Здесь у нас более частые прибавления. Чем ближе к центру, количество петель становится больше. Но если у нас, допустим, здесь там 30 петель, если у нас большое количество петель, например, вот в общем, да, по кругу, здесь идет, допустим, на рукав идет 30 петель, то у нас здесь 3-4 разворота, вот, да, которые могут там быть 6 состоять, там 6, например, 5 там. И ближе к полочке меньше и меньше количество вот этих вот цифр. Цифра должна быть меньше. То здесь наоборот. От там 3 петель и далее, чем ближе к центру, тем мы делаем их больше. Вот это правило тоже надо учесть. Итак, я думаю, по реглану, по вывязыванию, точнее, ростка все понятно. Да? Как его сделать глубже, как сделать, чтобы не квадратилось. Все понятно. С вами была Настя. Пока, до будущих встреч.